Приветствуем вас! Дорогие наши подписчики и гости канала, сегодня поговорим все, что мы знаем о внедорожнике Ferrari Purosangue 2023 года. Нравится нам это или нет, но Ferrari делает внедорожник. Зачем? Потому что успех таких автомобилей, как Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus и Bentley Bentayga, по сути является доказательством того, что внедорожники приносят большие деньги. Так чего же нам ожидать от Ferrari Purosangue 2023 года? И будет ли это, черт возьми, может ли это вообще быть настоящим Ferrari? Когда выйдет внедорожник Ferrari? Purosangue, или чистокровный, если хотите, выйдет из прикрытия в первой половине 2022 года. Если автосалоны когда-нибудь вернутся, Purosangue скорее всего дебютирует на Женевском шоу, которое обычно проводится в середине марта. Есть множество шпионских снимков, на которых мулы бегают по глобальной штаб-квартире Ferrari в Маранелло, Италия, а также в морозном климате для испытаний в холодную погоду. Мы относительно мало знаем о том, как будет выглядеть Purosangue, но согласно отчету британского издания Autocar, Ferrari уже доработала дизайн внедорожника. Мулы Purosangue, запечатленные на шпионских снимках, выглядят как Maserati Leventis, скрывающие ходовую часть Ferrari. Тем не менее, этим тестовым автомобилям Purosangue, похоже, не хватает дорожного просвета конкурентов, таких как Urus и Bentayga. Похоже, что Ferrari хочет, чтобы ее внедорожник опередил конкурентов. Какой двигатель будет использовать Ferrari Purosangue? Ходят слухи, что Purosangue будет построен на масштабируемой архитектуре, которая может работать с двигателями V6, V8 или даже V12, наши деньги. Однако идут на проверенный и надежный двигатель Ferrari с 3,9-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, который используется по умолчанию. В настоящее время этот двигатель используется в ряде моделей Ferrari, F8 Tributo, Roma и Portofino и может быть настроен на мощность более 700 лошадиных сил. Однако мы не думаем, что Purosangue будет работать только за счет внутреннего сгорания. Несмотря на то, что Ferrari приложила немало усилий, чтобы разработать хитрую систему полного привода с независимой коробкой передач на передней оси для своих Grand Tour'ов FF и GTC4 Lasso, мы думаем, что необходимость снижения выбросов означает, что Purosangue предложит, если не стандартно поставляются с бензиново-электрической гибридной системой, аналогичной настройке SF90 Stradale. Это означает, что два электродвигателя на передней оси будут приводить в движение передние колеса, а мощность от двигателя будет передаваться на задние колеса. Результат – полноприводной подключаемый гибридный внедорожник со значком Ferrari. Кощунство мы знаем. Ferrari без сомнения захочет не отставать от своего главного соперника из Сант-Агаты, и можно с уверенностью предположить, что V8 Purosangue будет иметь такую же мощность, как у 641-го Pony Urus. Однако добавьте дополнительную электрическую мощность от электродвигателей, и показатель мощности может превысить 700 лошадиных сил. Если он превзойдет показатель Durango Hellcat в 710 лошадиных сил, Purosangue станет самым мощным внедорожником в мире, и это неплохое название для вашего первого внедорожника, на который можно претендовать. Насколько большим будет внедорожник Ferrari? Мы думаем, что Purosangue будет четырехместным внедорожником, аналогичным по размеру Aston Martin DBX и Lamborghini Urus. Ожидайте, что колесная база составит чуть менее 120 дюймов, а общая длина – около 195 дюймов, цифры, которые очень близки к показателям Maserati Levant. Ferrari, несомненно, захочет, чтобы эта машина двигалась так же, как ее спортивные автомобили. Учитывая, что дополнительный размер и вес являются полной противоположностью чистоты вождения, Ferrari, вероятно, считает, что необходимо минимизировать размер и вес Purosangue. Будет ли Purosangue маневрировать как Ferrari? Что ж, если у Ferrari есть что сказать по этому поводу, то да. Электродвигатели в SF90 уже могут управлять крутящим моментом независимо, как и в нынешнем Acura NSX. Массивные колеса и липкая резина почти наверняка помогут Purosangue продемонстрировать свою мощь на земле. Мало того, что внедорожнику Ferrari, вероятно, будут помогать некоторые электродвигатели, Purosangue наверняка будет иметь улучшенную версию рулевого управления задними колесами, установленную на GTC4 Lasso. Другие элементы, такие как электронный дифференциал повышенного трения и углеродно-керамические тормоза, должны помочь Purosangue оправдать ожидания от транспортного средства, имеющего значок горцующей лошади.
Надеюсь, мы узнаем немного больше об опыте управления шестизначным Куросинг за рулем до его ожидаемого прибытия в США в конце 2022 или начале 2023 года. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.